Все хорошие люди. Новый выпуск. Вкратце он примерно такой. Как же Путину и всей воровской российской власти стало страшно вчера? Хотел бы передать вам с потрясающими характеристиками. Добрый вечер всем хорошим людям. Друзья, нас становится больше и больше. И очень радует, что наконец-то люди не боятся говорить воровской власти: Путин вор и уходи, и долой царя. 31 января в России прошло очень-очень бурно. Соловьев где-то в 7 часов вечера у себя в телеграм-канале написал: по всей России вышло 1000 человек. В Москве тоже 1000, а в Питере 2. И уже через полчаса по сводкам было задержано больше 5000 человек. Он у себя, естественно, закрыл комментарии, поставил их там на какую-то модерацию. Ну, в общем, писать ему, я думаю, желающих в России было много, и он просто спрятался и убежал. Вечером он первые свои там вечерний этот мудозвон передачу посвятил тому, рассказывал, как людей мало и вообще никто не вышел и все сдулось. На удивление Жириновский ему рассказывал: зачем же вы так, люди все равно будут выходить, это ж образованные люди, им некуда деваться. Короче, Соловьев чуть-чуть побесился, говорит: а что это вы так мягко заговорили? А Жирик начал чувствовать, что начинает пахнуть жареным. Репрессии включают, всех арестовывают, всех садят, а люди выходят, и люди не боятся. И люди начинают иногда оказывать сопротивление. И даже вступают в очень правильные и справедливые громкие дискуссии. За что присягу давали, а? Армейцы, блядь. За что присягу давал, скажи. Защищать кого? Народ? Граждане России? А кого ты защищаешь? Мудачье сраное. Да, это справедливо. Всю неделю российская пропаганда отмывала дворец Путина всеми возможными ёршиками, какие у них есть. Кремлевский телеграм-канал Мэш неожиданно прорвался во дворец и случайно увидел там голый бетон. При этом зашел и подтвердил аквадискотеку. Зашел, увидел театр, сказал: да, большая сцена. Но при этом тут ремонт же, тут ничего нету. Дальше его никуда не пустили. Сразу же Россия-1 показала, что там будет апартамент-отель. Выглядело настолько смешно, но на следующий день вылез самый закадычный друг Путина и сказал: я уже так награбил, что это все мое. Говорит: и я интересуюсь отельным бизнесом. Ничего, что там 16 огромных комнат и на отель один общий туалет. И он заинтересовался этим в 2019 году, а строится с 2008. И уже 10 лет полная бесполетная зона, как еще над 2 резиденциями Путина. Но эти же вопросы никто не задает, почему гостиница имеет бесполетную зону и имеет на такое количество один туалет. Ну, пусть гости ходят. В общем, пропаганда полностью провалила, все люди поняли, что он есть, все люди поняли, что это Путина, потому что Путин очень четко сам на этот вопрос ответил. Лучше бы они продали свои виллы на Средиземном побережье Франции или Испании. Только тогда им пришлось бы объяснить, почему вся эта недвижимость оформлена на подставные фамилии и на юридические фирмы. А мы бы, наверное, задали вопросы: откуда деньги? Я думаю, что когда-то эту революцию, которая сейчас только-только начинается и будет затяжной, длительной, но ее назовут революция туалетных ёршиков, потому что уже менты в чинах бегают и собирают эти ёршики на протестах. Парни, стой на месте! На месте!
Когда вчера и позавчера режим демонстрировал полные штаны, было не совсем понятно, что в них такое. Да, по запаху можно было догадываться, но, как выяснилось, все еще интереснее. У режима оказались полные штаны ОМОНа. И эти отложения, эти накопления – это единственное, что сделал режим за десятки лет. Именно в это превращались те бюджетные триллионы, которыми он так сладко чавкал, да? И, как выяснилось, достаточно пары волшебных движений, и содержимое штанов режима вываливается на улице и встает в вурдалачьи цепи. Кстати, зачем встает, непонятно. Никаких других опасностей, кроме созданных самим режимом и агрессивным содержанием его штанов, в этих шествиях нет. Идут люди среди бела дня по своему городу, без оружия, без малейшего желания громить и ломать, всего лишь за тем, чтобы рассказать режиму о том, насколько он бездарен, порочен и о том, что у него ничего не получается. Причем половина пришла на тот загадочный запах страха, который испускал режим. Чего он так боится? Хотел бы передать вам с потрясающими характеристиками. Ведь успешная, крепкая, уверенная в себе спокойная власть не нуждается в полчищах вурдалаков с запотевшими забралами. Главное, что все эти дубиночные ухищрения, в общем, бессмысленные. Во-первых, ненависть и презрение не посадишь, и дубиной не оглушишь. А во-вторых, и в самых главных, доросло и заговорило поколение, которое вообще не принимает ни Скреп, ни Путина, ни Попов. И это поколение, эту сталь, теперь закаляют в огне уличных боев с бандитствующими ОМОНами. И это поколение показало всем, что Россия рановато простилась с понятиями свобода и достоинства, что заселить ОМОНовцев и ФСБшников в каждый мозг и в каждое сердце не получилось. У меня все нормально с деньгами. Я молодой человек с хорошим образованием. Я могу уехать в любую страну, хорошо зарабатывать. Меня не волнует, что с деньгами происходит на самом деле, потому что я могу себя обеспечить. А вот то, что людей избивают на улице, меня волнует. Я не могу сидеть дома, когда выходят мои ровесники. Я просто знаю, кто это был. Я знаю, кто идет в российские вооруженные силы. Я когда учился в школе, в армию уходили худшие. Худшие, которые не поступили даже в самый дерьмовый техникум в моей родной Рязанской области, уходили в российскую армию. А теперь их привозят в Москву, чтобы они метели меня и моих друзей дубинками. И я не буду с этим мириться. Вот и все. Пожалуйста, простите. Что те заграждения, что мастерила власть, внутри каждого легко разносятся вдребезги. Сегодня мальчишки учат стариков и пенсионерок. И все легко учатся. Храбрость и молодость, оказывается, штука совершенно независимая от возраста. Но сегодня опять людей без всякой необходимости, даже без всякого повода, по всей стране зачем-то кровавят, месят, винтят, унижают, избивают, заволакивают их тела в автобусы. Тут возникает серьезный вопрос. А как назвать тех, кто это делает? Кто они такие? Они еще полиция или они уже ряженые бандиты? Вот здесь очень тонкая юридическая грань. Ведь полиция неприкосновенна, да, но только до той минуты, пока представляет закон о нехотелке и страхе себя или загадочной группы лиц. Они еще и жалуются. Законопослушные россияне имеют право защищаться от хулиганских действий милиционеров. Об этом заявил сегодня глава МВД Рашид Нургалиев, общаясь с курсантами милицейских вузов. Если идет нападение, то в любом случае должна быть самооборона, правильно? Если нападение, то вот я иду, допустим, по улице, какой-то милиционер меня начинает бить. На основании чего? Я что, преступник и так далее, и так далее. Конечно же, наверное, здесь будет именно та заваруха, о которой мы говорим. На воротах два орла, разворована страна, широка и велика, Русь, Россиюшка моя. У тебя налоги, дети, грязь в подъезде, ипотека. У кого-то просто дома аквадискотека. У кого-то дочка в Гуччи, у тебя пред домом куча мусора и мусора.
редко с утра. Копишь деньги на аптеку, видишь море раз в полвека. У кого-то просто дома аквадискотека. Вот такой, друзья, получился выпуск. Хороших людей больше. Живе Беларусь, слава Украине, Алга Казахстан, Россия без Путина. Хорошие люди, нас больше, объединяемся. Всем отличной недели, пока.